Древние жрецы Египта говорили, что время – это дыхание звезды Ра. Оно не течет, оно пульсирует. Когда звезда выдыхает, рождаются миры. Когда вдыхает, они возвращаются в невидимое. Современные физики называют это расширением и сжатием Вселенной. Но смысл тот же. Движение – это дыхание Бога, а человек – его легкое. Поэтому время дышит через нас, а не мы движемся сквозь время. Нас с детства учили смотреть на мир кусками. Физика объясняет движение, биология – тело, психология – поведение, а сознание оставили за скобками. Так появилось разделение, искусственное и незаметное, но именно оно сформировало способ, которым мы видим все остальное. Когда мы верим, что явления существуют отдельно, мы неизбежно начинаем верить и в то, что время течет отдельно от нас, что прошлое позади, а будущее впереди, что мгновения рождаются и умирают. Но это та же самая рамка восприятия, просто перенесенная в измерение времени. Физика говорит, что существует только настоящее. Эзотерика говорит, все существует одновременно. Но и то, и другое описывает один и тот же парадокс – восприятие, потерявшее целостность. Мы живем так, будто вчера исчезло, а завтра еще не наступило. Но если сознание не продукт материи, а ее основа, тогда прошлое не может исчезнуть, точно так же, как волна не может исчезнуть из океана. И здесь важно понять, эзотерика – это не противоположность науке. Это и есть реальная физика, просто еще не изученная нами. Те же законы, только выраженные через ощущение, символ и внутренний опыт. Древние цивилизации не верили, они знали. Они видели, как внимание, частота и сознание формируют саму материю. А мы лишь дали этим явлениям новые названия и потеряли их суть. Когда мы разделили мир на предметы, мы потеряли целое. Когда разделили время на «до» и «после», потеряли вечность. И теперь, чтобы вернуть ее, нужно не поверить в новую теорию, а просто начать смотреть иначе. Не глазами, а присутствием. В древних ведах говорилось: «Все уже случилось, и только человек идет сквозь тень событий, чтобы вспомнить». Они называли это акашой, пространством памяти, где запечатлено каждое дыхание, каждый взгляд, каждый миг, который когда-либо был. Современные ученые называют это квантовым полем информации. Но суть та же. Прошлое не позади, оно развернуто вокруг нас, как невидимый океан, в котором все еще звучат голоса тех, кто жил до нас. Иногда, когда ты внезапно чувствуешь знакомое место или слышишь мелодию, будто из другой жизни, это не память. Это отклик пространства, которое узнает тебя. Ученые и философы уже много лет спорят, куда девается прошлое, когда оно проходит. Есть 3 основных взгляда, и если отбросить сложные термины, они очень простые. Первый привычный всем. Он говорит: существует только сейчас. Прошлое исчезло, будущее еще не настало. Мы живем как будто внутри узкого луча света. Все, что за его пределами, просто нет. Так живет большинство людей, все внимание приковано к текущему моменту, а все остальное кажется воспоминанием или мечтой. Второй взгляд более глубокий. Он говорит, что время не течет, а все существует одновременно, просто на разных уровнях. То, что ты называешь «вчера» или «через год», уже есть, но ты видишь лишь тот участок, где сейчас стоишь. Это как фильм. Ты видишь только один кадр, но все остальные уже записаны. Для науки это звучит странно, но многие уравнения физики показывают именно так.
Во Вселенной нет сейчас и потом, есть только единая ткань. И третий вариант – промежуточный. Он говорит, что прошлое никуда не исчезает, но будущее действительно еще не создано. Каждый прожитый миг остается в структуре Вселенной, как след, как запись, как узор на ковре времени. А то, что будет, еще ткется прямо сейчас, руками твоего внимания, твоих выборов и чувств. Если вдуматься, эти три картины не столько о времени, сколько о самом человеке. Узкое восприятие видит только один миг. Более широкое начинает чувствовать все сразу. И чем глубже мы смотрим, тем яснее становится: время — это не река, а способ, которым сознание воспринимает реальность. Индийские веды говорили: мир существует, пока на него смотрит Брахма. Когда взгляд исчезает, Вселенная сворачивается в точку. Может быть, именно это и видят физики, когда частица ждет, пока кто-то на нее посмотрит. И, возможно, в каждом из нас тот самый взгляд Брахмы, который каждое утро создает заново и Вселенную, и самого себя. В мире частиц все не так просто, как кажется. Ученые заметили странную вещь. Пока никто не смотрит, частица как будто существует во всех вариантах сразу. Она и здесь, и там, и в движении, и в покое. Все одновременно. Но стоит появиться наблюдателю, она выбирает одно из состояний, как будто внимание решает, что именно произошло. И еще удивительнее, в некоторых опытах оказалось, что выбор наблюдения в настоящем может изменить то, что происходило с частицей раньше. То есть внимание, направленное сейчас, может переписать прошлое. Сложно поверить, но даже память в человеке работает так же. Каждый раз, вспоминая, ты не достаешь прошлое, а создаешь его заново. Мозг не хранит запись, он пересобирает картину. Вот почему с годами воспоминания меняются, потому что ты сам меняешься, и вместе с тобой перестраивается весь узор восприятия. Если перевести это на язык сознания, прошлое не исчезло, оно просто ждет твоего взгляда. Ты не свидетель событий. Ты тот, кто определяет, какое прошлое становится реальным. И чем чище внимание, тем точнее ты видишь, что время никогда и не текло. Оно просто дышит вместе с тобой. У древних суфиев было выражение: «Каждый путь уже создан светом, но ты выбираешь, по какому пройти». Они верили, что Вселенная — это сад с бесконечными тропами, и каждая мысль — как шаг по одной из них. Современные физики называют это множественностью миров. Все возможные варианты уже существуют, а сознание лишь разворачивает тот, что совпадает с его частотой. Поэтому твой выбор — не ошибка и не случайность. Это отклик Вселенной на твое текущее состояние. Когда ты выбираешь, мир делает вдох, и перед тобой рождается новая ветвь реальности. Даже если ученые спорят, существует ли прошлое, для нас оно всегда остается. В теле, в памяти, в жестах. Каждая морщина, каждый шрам, каждая привычка — это след, отпечаток прожитого. Прошлое не исчезает, оно просто меняет форму. Мы носим его не в виде картинок или записей, а как настроение сознания, которое тянется сквозь годы. Когда ты вспоминаешь момент из детства, ты не возвращаешься туда, ты заново его создаешь. Мозг не воспроизводит запись, он переписывает ее каждый раз, добавляя к ней свое сегодняшнее состояние. Вот почему один и тот же день через 10 лет будет вспоминаться иначе. Потому что изменился ты, и вместе с тобой изменилась сама точка восприятия. Выходит, прошлое не где-то там, оно живет прямо в тебе,
в том, как ты реагируешь, как смотришь, как выбираешь каждый следующий шаг. И если внутри ты меняешь состояние, меняется и прошлое, потому что ты смотришь на него другими глазами. Поэтому, когда кажется, что все предопределено, на самом деле предопределено только полотно, а краски на нем всегда живые. Именно внимание и состояние решают, какими они станут в каждом новом мгновении. Мы не можем стереть прошлое, но можем переосветить его взглядом, и в этот момент реальность перестает быть цепью событий. Она становится живой, дышащей тканью. Не временем, а отражением твоего сознания. В египетских текстах говорилось, что душа не выбирает путь, она лишь вспоминает его. Судьба – не сценарий, написанный заранее, а геометрия света, по которой движется сознание. Каждый поворот, каждая встреча, даже ошибка – это не наказание и не испытание, а способ вспомнить себя в новой форме. Как звезда не может светить иначе, так и ты не можешь выбрать не свой путь. Все уже вплетено в полотно, но именно твое присутствие делает его живым. Если прошлое действительно существует где-то в структуре времени, то и каждый наш выбор уже вписан в нее. Но это не делает нас марионетками, потому что в момент, когда ты выбираешь по-настоящему, из того состояния, в котором находишься, из того понимания, которое есть прямо сейчас. Ты не можешь выбрать иначе, потому что иначе – это уже другой человек, с другим опытом, другими чувствами, другой точкой восприятия. В момент выбора ты всегда действуешь так, как считаешь правильным или самым безопасным, даже если потом назовешь это ошибкой. Это не ошибка, это уровень сознания, который в тот момент был единственно возможным. Когда ты смотришь назад и говоришь «я бы поступил иначе», на самом деле это говорит уже другой ты, из нового слоя осознания. И в этом и есть движение времени не во внешнем мире, а внутри тебя. Поэтому прошлое не нужно исправлять. Его нужно увидеть, таким, как оно было. И тогда то, что казалось ошибкой, становится шагом, без которого ты не смог бы увидеть дальше. Мы не можем изменить прошлое, но можем увидеть, что в тот момент мы сделали лучший выбор, на который были способны. И именно это понимание высвобождает энергию из старых контуров. Прошлое перестает удерживать, и время начинает течь иначе. Не по прямой, а изнутри, как раскрывающееся поле. В древних гимнах говорилось «все – дыхание Бога». То, что мы называем энергией, не субстанция и не сила. Это движение сознания сквозь формы. Когда взгляд чист, энергия течет свободно. Когда мы удерживаем прошлое, поток сжимается. В суфийских трактатах это называли дыханием милости. В ведах – праной. В квантовой физике – колебанием поля. Все это одно и то же явление, проявленное на разных языках. Поэтому, когда ты видишь ясно, Вселенная словно облегченно выдыхает через тебя, и этот выдох становится светом, теплом, движением, жизнью. Гимны – это древние тексты вибрации, обращенные не к человеку, а к самим силам природы, к божественному, к источнику. Они возникли задолго до религий, в шумерских, ведических, египетских, персидских культурах. Люди тогда верили, что звук – это форма света, и через ритм, тон и дыхание можно входить в резонанс с определенным уровнем мироздания. То есть гимн – это не песня в привычном смысле, а настроечная волна, произнесенная вслух. Можно сказать, что это была первая форма науки о вибрации. Когда ты отпускаешь идею, что нужно что-то исправить в прошлом, внутри освобождается колоссальное количество энергии. Не в мистическом, а в самом прямом смысле.
потому что то, что мы называем прошлым, это не события, а связанные в теле и уме напряжения, узлы внимания, удерживающие непрожитые состояния. Энергия — это и есть внимание, удержанное в форме. Пока ты борешься, сопротивляешься, осуждаешь, часть внимания остается в этих старых кадрах, пытаясь изменить то, что уже случилось. Это и создает ощущение тяжести, усталости, словно кусок тебя застрял в другом времени. Когда ты видишь ясно, без осуждения, это напряжение распадается. Внимание возвращается из прошлого, и вместе с ним возвращается сила. Энергия не приходит извне, она просто перестает быть связанной в старых узлах восприятия. Если говорить языком физики, энергия — это не вещь, а разность потенциалов. Там, где есть сопротивление, есть накопление. И как только сопротивление исчезает, начинается движение. То же самое происходит в сознании. Ясность — это не покой, это свободное течение энергии, без необходимости что-то удерживать или доказывать. Можно сказать еще проще. Энергия — это внимание, освободившееся от прошлого. И чем меньше в тебе историй, тем больше в тебе самой жизни. У майя было слово «кьин». Оно означало и время, и солнце, и дыхание жизни. Они знали, все, на что направлено внимание, оживает. Когда ты смотришь, пространство начинает звучать. Когда ты присутствуешь, реальность раскрывается, как цветок к свету. В древних учениях говорилось, что Бог не создавал мир, Он смотрел, и взгляд стал формой, а любовь — движением внутри формы. И потому, когда внимание очищается от страха, жизнь начинает дышать сама собой, без усилия. Все, что ты видишь, лишь отражение этого дыхания. А ты — тот, кто слышит его ритм изнутри. Если присмотреться, все, что мы называем временем, рождается только из внимания. Когда внимание направлено на одно, оно отделяет это от остального, и кажется, будто вот сейчас особенный момент. Так появляется прошлое и будущее. Но стоит вниманию расслабиться, и все снова становится одним потоком, без деления на тогда и потом. Только присутствие, только жизнь, которая прямо сейчас дышит через тебя. Энергия — это не нечто мистическое. Это просто сила внимания, которая перестала быть связанной в старых мыслях, страхах и ожиданиях. Когда ты перестаешь удерживать прошлое, эта сила возвращается. Она становится теплом, ясностью, движением, вдохновением. Можно сказать просто «время появляется, когда внимание сжимается», а жизнь, когда оно раскрывается. Вот почему все, что ты видишь вокруг, движется и меняется только тогда, когда ты на это смотришь. И в какой-то момент приходит тишина, в которой больше не нужно что-то понимать или исправлять. Ты просто есть. И из этой простоты рождается все остальное. Без усилия, без поиска, без борьбы. Во все времена люди пытались понять, что такое Вселенная. Для одних это была машина, вращающаяся по законам физики. Для других — дыхание Бога, вечное присутствие, игра света. Но чем глубже мы смотрим, тем яснее становится. Это одно и то же. Ученые ищут частицу, которая объяснит все. Мудрецы ищут точку покоя, из которой рождается все. И, возможно, это одна и та же точка, там, где внимание перестает искать и становится самим бытием. Древние называли ее по-разному: Дао, Прана, Кетер, Нур, Атман. Современные физики
полем, пространством нулевой точки. Все это лишь попытки описать одно и то же дыхание, которое не имеет ни начала, ни конца. Когда ты смотришь, Вселенная узнает себя. Когда ты дышишь, Бог вспоминает, что Он жив. И, может быть, все, что мы называем временем, есть просто способ, которым бесконечность учится видеть себя через тебя. Когда ты закрываешь глаза, мир не исчезает. Он просто возвращается в свое исходное состояние, в тебе. И, может быть, все, что ты называешь жизнью, это не путь куда-то, а возвращение к этому мгновению, где нет ни начала, ни конца. Потому что Бог не вне тебя. Он смотрит изнутри твоих глаз. Он слышит через твое дыхание. И когда ты видишь ясно, Он узнает себя снова.